Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз на февраль. Что откроется, что прояснится в феврале? И карты старинного цыганского пасьянса нам расскажут, на пороге каких событий вы стоите, мои дорогие стрельцы. Именно больше о событиях нам повествуют карты, потому что изображения, без философии. Ну и вот, наверное, переложите то, что нам будут трактовать, демонстрировать карты на вашу жизнь, на те ваши задачи, вопросы. Может быть, то, что вас сейчас беспокоит, волнует. Вот как это будет продолжаться? Или какие подсказки вам идут через метафору карт? Итак, на пороге каких событий вы стоите, мои дорогие? Что же там случится, произойдет с первых дней месяца? Я смотрю, смотрите и вы. С чем будут связаны эти события или происходящее что-то? Пока я не вижу совпадений, идем с вами дальше. Гости. Либо вы в гости, может быть, и к вам гости, или пересмотр каких-то временных рамок, когда вы куда-то собирались, ну, в силу обстоятельств, каких-то причин, вам, ну, доведется что-то передумывать, пересматривать. Может быть, это даже какая-то поездка, которая достаточно далеко или к вам издалека, и вы что-то можете здесь и планировать. Ну, давайте еще узнаем. Вот когда мало значений выпадает изначально, скорее всего, ну, так, спокойное течение жизни. Ну, мы потом дополним картами Таро, узнаем, что же там на картах Таро нам еще расскажут. Итак, давайте посмотрим в целом, о чем нам карты говорят. Вот и правда немного значений. Вот так редко выпадают гости, а еще, смотрите, книга открытая. Конечно, у кого-то это процесс обучения может быть или конкретно учреждение образования. Чаще всего же это учреждение, какие-то инстанции, сама по себе может быть и работа. У кого-то это как визитер на работе, может быть и так. С первых дней февраля, который задает тон, или, может быть, что-то меняется, может, как новый человек, хотя тут не совсем об этом нам говорят. Может быть, вы ищете работу и будете, ну, исследовать как будто, да, на одно собеседование сходили, на другое, или вопросы, связанные с документами, самыми разными. Иногда и это могут быть и банки. Ну, наверное, все зависит от поставленных целей, хочется сказать так. Что у вас еще выпадает? Я напомню, в нашем пасьянсе мы можем соединять значения карт, которые по горизонтали и по вертикали в крайних рядах. У вас выпадает ангел. Это как ангелы присматривают за вами. Может быть, есть конкретный человек, все же об этом больше нам прописано это, да, как доброжелатель. Это тот человек, который, в принципе, искренен, кому вы можете доверять, тот, кто добра вам желает. Не думает там о какой-то корысти или, я бы сказала, об интересе даже. Нет, это вот именно всей душой, всем сердцем. Это здорово. Вы как под защитой высших сил. Может быть, это как раз в гости вот такой человек. Вы, может быть, даже ждете кого-то. Или сами, ну, намереваетесь осуществить встречу с важным человеком. У кого-то это может быть, надеюсь, видно. Так немножко съехал мой пасьянс. Сейчас мы поправим, чтобы это было видно. Ведь и правда, спокойное течение жизни и добрый период, по крайней мере, нам так повествуют карты. У вас выпадает подкова — это символ семейного счастья. Конечно, мы тут все разные, будем реалистами, к этому всегда призываю. И для кого-то это может означать вопросы недвижимости, вопросы дома. Ну, может быть, у кого-то и ремонт дома, да, вы что-то тут. Вот, гости может означать как человек, визитер, который вам помогает, может быть, закрыть какой-то вопрос, решить проблему с какими-то, может быть, коммуникациями.
Но и все же тут нам говорят больше о личной жизни. И для тех, кто один или одна, самое время задуматься, так ли для вас важно это одиночество. Для людей семейных или для тех, кто в паре, явно вы будете что-то вместе планировать. Возможно, какое-то путешествие или поездку. Может быть, это вы будете уже в вашу семью ожидать каких-то гостей. Но раньше подкова — это как символ удачи. Поэтому первые дни, по крайней мере, февраля, начинается февраль с добрых энергий, мои дорогие. Плюс еще и доброжелатель, гости. И в то же время вот не уходят на задний план вопросы, которые официальные или документальные, или вопросы работы. Но тогда это, знаете, это как-то все гармонично для вас. Это уже благополучно. Ладно, давайте дополним колодой Таро. Что же там откроется для стрельцов? Что прояснится в феврале? Давайте вот немножко заглянем в будущее. Узнаем, что с чем будет связано. И первая карта, так что же там откроется в феврале для стрельцов? Кто или что появится неожиданно? Может быть, как и новость, какое-то событие, предложение или конкретный человек. И что прояснится? Что ж тут прояснится для стрельцов в феврале? Что ждет? Дела, работа, бизнес, документы, учеба, какие-то ваши планы, цели. Чего ждать в деньгах? И что ждет в личной жизни, в любви? Итак, что же тут откроется? А ведь и правда у кого-то обучение, может быть, обучение на дому, или дела, связанные с вашими детьми, какие-то вопросы. Но точно так же все-таки Паш Пентаклей, это может быть как знание — сила, потому что прилежный где-то этот паж, готов учиться. И для вас какая-то, как новая траектория, новое дело, которое вас может заинтересовать. У кого-то новое направление в работе или для кого-то вообще новая работа. И пажи — это у нас вестники. Поэтому что откроется? Какая-то новость к вам придет. Что откроется еще? Правда? Тут, смотрите, личная жизнь. Или, конечно, мы все разные. Тут пентаклевая карта. У кого-то может проиграться даже так. Приглашают на работу, там, где вы прежде трудились. Или, может быть, вы встретите случайно человека. Нам не говорят о случайностях, но ангел и все же вот такая конфигурация, которая может, я по пасьянсу, которая может допускать наличие такого случайного события. Вы встретили человека, которого знали, и, может быть, или вам позвонили, или пришла какая-то весть от того, кого вы явно знали. По шестерке кубков это те, ну, с кем мы уже знакомы. Но, может быть, вы работали уже с кем-то. И здесь вам предложат что-то обновленное или новое, или какой-то новый вариант. Вот этого я не исключаю. У кого-то это можно помириться, мои дорогие. Для тех, кто в ссоре или сложные отношения, установить контакт. Ну, понятно, для людей семейных тут вообще что-то будет очень душевное. Или для тех, кто даже в паре, я могу так сказать. Может быть, и открываются какие-то как новости от ваших детей, может быть, взрослых детей. Возможно, я тут больше вижу, вы чему-то будете рады. Здесь есть какие-то приятности, мои дорогие. Что откроется? Правда, иногда карта Луна будет говорить о доме, именно о месте нашего пребывания. Пусть это не лично ваше жилье, пусть вы кто-то арендует, да, или вы собираетесь, может быть, находиться длительное время, у кого-то командировки, ну или какие-то еще перемещения. Тут надо, вот какая-то правда вам открывается, или, будем говорить, известие просто приходит, даже банальное. И тут нужно не торопиться, мои дорогие, точно не спешить. Потому что по аркану Луна тут могут быть и сложные вопросы, все же мы все разные, опять же. У кого-то может быть запутанная тема по отношениям. Может быть, я допускаю, есть контакт с человеком, или он как будто материализовался для кого-то. Но все неоднозначно. Даже если вам предлагают как обновление отношений, обновление работы или, ну, что-то с элементом новизны, но в то же время знакомое, вам нужно крепко обдумать. И тут нельзя собой рисковать. Здесь нельзя эмоционально принимать решения, слушать свою, кстати, душу, интуицию, сердце.
Потому что у нас сейчас с вами тот период, когда далеко не все поддается логике и здравому смыслу. Но наше шестое чувство, голос мудрости, нас как будто направляет именно в той стезе или в том направлении, которое наиболее для нас предпочтительно. Мы не можем вот как раз этот момент, как подсказки собственной души, игнорировать. Все-таки Луна. Здесь то, что еще пока не определенно. Как будто зависло в воздухе, не решается. Такое тоже могу допустить. Но карта также говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. Может быть, по крайней мере, ну, первая половина, начало февраля. Где-то есть еще такие темы, когда быстро их и не решишь, и быстро не прояснишь. Вполне вероятно, зависит это от других людей. Может быть, и люди, те, с которыми вы имеете какие-то согласования, контакты, они ведь тоже могут находиться в каком-то этапе неопределенности. И прежде чем уже вам что-то сказать конкретное, может быть, и человек сам тоже не знает. Может быть, какая-то прежняя история у вас, вы её будете обдумывать. Я не исключаю, что для кого-то из вас, правда, для тех, кто один или одна, или были какие-то непонятные сложные отношения, когда, ну, может быть, вы так, каким-то запасным аэродромом кого-то оставляли. Такое я могу допустить. Все таки шестерка кубков. Иногда это карта ностальгии. То здесь кому-то из вас может захотеться как возобновить отношения самим. А может быть, для кого-то из вас это будет поставлена окончательная точка. Но, повторюсь, карта Луна. Тут нужно что-то именно сделать по душе, по сердцу. Мои дорогие девочки, что откроется для тех, кому целесообразно по возрасту, ну и поставленным целям. Я жду ребенка, вы можете и так узнать. А особенно с пажом Пентаклей. Может быть, вы это уже знаете, и тогда вы можете, по крайней мере, готовиться, да, к рождению. Или, ну, думать об этом и так далее. Правда, по аркану Луна вот именно это идет. Но я должна сказать, семейное счастье и Луна. Здесь много позитивных значений, правда. Но все строится на уровне договоренности и искренности, мои дорогие. Но у вас выпал аркан, точнее, значение ангела. Я бы сказала, тут есть какой-то человек, буквально, как будто его нельзя оттолкнуть. Давайте узнаем, кто или что появится неожиданно. Вы сами можете кого-то как реанимировать, но я так условно говорю по привычке, извините, мои дорогие. Имеется в виду, конечно, отношения, ну, которые закончились ничем. Или была какая-то длительная пауза, или были какие-то тысячу непонятностей. Вам захочется либо прояснить, причем сделать это в какой-то очень элегантной, гармоничной форме, чтобы не было разрыва. Вот именно так. Продолжает. Все же аркан влюбленная. И карта говорит, сепарация только иллюзия. Хотя вот пока на сегодняшний момент кто или что появится неожиданно. Тут вам как будто нужно с чем-то либо определиться, правда, либо, может быть, кого-то и вернуть. Может быть, вы именно захотите. Понятно, не насильно. Но если вы думаете уже где-то об этом, проведите какую-то важную беседу. Вынесите на поверхность. Не утрамбовывайте, не закапывайте эту тему. Не пытайтесь там, ну, как бы единолично, наедине с самим собой искать сливы на вербе. Правда, вы их там не найдете, вы только себя запутаете больше. Очень часто нам именно помогают важные диалоги, когда мы не углубляем эту проблему, а мы ее выносим на поверхность. И мы можем уже, может быть, глядя человеку в глаза, сказать, причем дипломатично мы выстраиваем диалог, это как карта дипломатии отчасти. Но все же в этой колоде, посмотрите, это колода Чиро Маркетти, и он прорисовал, вот у нас девушка, да, которая в воспоминаниях, она такая более реальная, живая, приближена к нам. А вот этот рыцарь — это лишь образ. Поэтому кто или что появится неожиданно. Кому-то образы надоедят уже, и вы примете решение, что все, хватит мне образов. Я как-то хочу свою жизнь более конкретно настроить. Так что или кто появится неожиданно? Ладно, 2 карты. М. Правда, у кого-то вопросы согласования, какие-то инстанции, может быть, прежде вы не могли какой-то вопрос осуществить, а теперь у вас к этому будут
возможности или как минимум какие-то предпосылки. Вполне вероятно, что вам придется доузнать, доразузнать. У кого-то это будут юристы, адвокаты, король мечей. Это всегда специалисты. По этой карте могут и узкие специалисты проходить. Правда, кто-то дома ремонт делает, и именно нужен электрик, сантехник, да, ну и так далее. Но ведь это может быть и просто даже как официальное лицо. Иногда это люди в погонах, имеется в виду, это те люди, которые работают по приказу. И явно какое-то воспоминание, может быть, есть у вас, да? Но это выпадает как бы две. Так получилось, я достала карты и с восьмеркой пентаклей. Здесь о реальных отношениях, о реальном контакте, о какой-то проделанной работе. И, может быть, эта работа, вот как важные диалоги, о которых я подробно объяснила, тогда не надо додумывать, да, а именно нужно действовать, мои дорогие. Вот есть какая-то задача, где, если вот так грамотно, элегантно и гармонично вы может быть, инициируете даже какие-то важные разговоры, то определенно рациональное зерно будет. А для кого-то из вас это именно тема по работе. Когда будет какой-то ваш план, что или кто появится неожиданно. Вот правда, вы сами тут должны что-то инициировать, но это у вас. Может быть, появляется ваш личный план, задумка, какая-то идея и по части работы. И вы, может быть, будете, ну, составлять вот этот в уме, да, может, на бумаге тезис-планом, диалог с руководителем, потому что деньги, какая-то денежная ситуация, кто-то именно ищет работу для того, чтобы либо дополнительный заработок, и кто-то может учиться обретать эти навыки. Но здесь эта карта того человека, который, ну, настроен на большое количество работы. Вот у вас идет как бы рука об руку и личная жизнь вопросы, и вопросы документов, согласований, ну и буквально денег, ну или работы, откуда к вам приходят деньги. А для кого-то из вас король мечей, конкретная персона, все-таки я допускаю, которая может появиться, эм, потому что это карта двора. Может быть, у кого-то напрямую это еще человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха. Близнецы, весы, водолей. Может быть, какие-то контакты, которые связаны с трудовой деятельностью. Так что же тут прояснится? А вот и правда, тут что-то должно проясниться по справедливости. Но инициатива в ваших руках, помните это, нам тут никто ничего на блюде не принесет, хотя, в принципе, и есть информация. Может быть, знаете, это как подсказка, начальная какая-то информация. Может быть, это ваш собственный инсайт или идея, как я говорила, план, да. Вот правда, тут нужно что-то именно прояснять самим, разузнавать, дополнительные сведения, какой-либо информации. И причем все это делать беспристрастно. Мы ведь можем тоже говорить, что карта как совет вам выпала, да? Вот будь очень рационален. Никаких эмоций, мои дорогие. Хотя по части личной жизни тут могут быть разного рода эмоции, но в основном с учетом всех значений пасьянса что-то доброе. Для кого-то даже может быть так, когда вы решите, уже, допустим, была пара, была дружба, а здесь вы узаконить захотите взаимоотношения. Но, опять же, мы все разные, и для кого-то, у кого утрачено это взаимопонимание, ну, кто-то захочет, наоборот, подвести уже к знаменателю, чтобы оно больше не мучило. Мы должны поступать по закону. Вот вы можете по закону что-то узнать, именно как работает в отношении вас закон. И даже карты рекомендуют где-то, как и пасьянсы с учетом вот этих учреждений, прояснять, узнавать больше. Причем делать это безэмоционально, старший аркан. Всегда эта карта, знаете, как кармы, причина и следствие. И я не исключаю, что какая-то прежняя ситуация тоже будет проясняться. Может быть, у кого-то с домом связано, а у кого-то и с работой, не исключаю. И карта говорит, если ты прежде сделал что-то хорошо, то тебе как высшие силы или пусть это руками других каких-то людей, персон, не те, кому вы помогали, но пространство вам как вот этот долг отдает. Ну и обратно. Тут тоже, если мы где-то ошиблись, пространство нам на доработку, как работа над ошибками возвращает какую-то ситуацию, и мы не можем пустить это на самотек.
Давайте вот мы с вами узнаем, что ждет. Аркан умеренности. Я где-то говорила, спокойное течение жизни. Тут вы сами, как и решаете что-то, так и сами решаетесь. Работаете с информацией. Нет тут какой-то турбулентности. Тут, в принципе, все знакомо и понятно. Где-то на февраль в сфере достижений карта тоже говорит: ты подожди, ты тут не торопись. С места в карьер побежишь, ты ничего не ускоришь. Внимание, мои дорогие стрельцы, это старший аркан. Поэтому вот на ваши планы, тезис-планы, на то, что может быть, какие-то важные даже беседы именно по части работы, или откуда к вам приходят деньги, или каких-то начинаний. Нужно очень тщательно продумывать эту самую беседу. Или собеседование конкретно, если вы идете куда-то по работе. Сделайте себе тезис-план, выпишите на листке, чтобы не было путаницы в мыслях, потому что тут себя нужно правильно подать и быть правильно понятым. Но если мы говорим о динамике, нет, не совсем. Динамики нет. И есть, как мы как будто находимся, может быть, во власти высших сил. Или нам дают время отдышаться и более правильные какие-то рокировки. Или более правильные методы для себя установить. Что ждет в деньгах? Могут быть и задержки в деньгах, увы. Хотя точно так же по этой карте кто-то из близких будет вам помогать, оказывать содействие, может быть и так. По этой карте для кого-то из вас я допускаю траты на дом или вот на вашу семью. Давайте я еще достану карту, потому что часто это ожидание. Хотя точно так же могу сказать, иногда по королеве кубков, хотя тут может быть буквально, хоть помимо того, что это супруги проходят по этой карте, а у кого-то конкретный контакт дома, да, это может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, может быть и такое. Но иногда идет и такое значение, когда тут правда как ангел, может быть тот человек, который вам желает добра. И тогда эта карта будет подсказывать, кто-то вас может любить, причем искренне, безусловной любовью, которая способна, ну вот, на самопожертвование. Вот что-то даже такое. А у вас это на деньги. Поэтому кто-то вам, правда, может прийти на выручку. Скорее вы по деньгам будете делать какой-то вывод важный. И он может быть сопряжен где-то с личной жизнью, с родственниками или с близкими людьми. Я не исключаю также, что и с каким-то ожиданием. Это тоже. У вас ничто не происходит, хоть все идет своим чередом. Вот нет синкопа, мои дорогие, правда? Но, видимо, вам дается такой относительно, скажем, спокойный период, по крайней мере, с первых дней февраля, для того, чтобы вы какие-то обозначили свои приоритеты правильно. Как и в работе, как и в деньгах, так и в личной жизни. Стабилизировали. Для кого-то из вас верховный жрец – это отчасти тоже система иерархии, когда мы должны что-то сделать вот как правильно, как принято, по закону, где-то тоже. А у вас аркан справедливость. Это карта традиций. И правда, у кого-то, может быть, оформление отношений по этой карте идет венчание, мои дорогие. Поэтому тут понятно, что не все идут под венец, давайте будем реалистами. Но, тем не менее, кому это актуально? Тогда, если даже в вашей истории как-то было зыбко непонятно, в течение февраля тут будет что-то прояснено. Причем будет прояснено вот так, знаете, основательно, потому что иерофант – это, конечно, как основа, это какой-то базис, и это система. И я также, ну, не говорят нам буквально, что вот не денежные, да, карты выпадают, но иерофант нищий не бывает, это прямо скажем. Где-то, может быть, и сохранять придется, да, для кого-то из вас процесс, опять же, обучения, или вы сами станете кому-то учителем, для кого-то из вас, мои дорогие стрельцы, через образовательный процесс могут прийти деньги. И если это вам где-то близко, или вы продумываете новый проект, может быть, курсы, консультации, в этом направлении следует двигаться, потому что там вас ждет удача. И в личной жизни. Вот видите, какие карты. Пусть бы наоборот, да, какая-то динамика выпала на именно деловую сферу. Нет, динамика больше на личную жизнь, мои дорогие, у вас.
Ну и здесь, соответственно, тоже мы об этом говорили в пасьянсе. Шестерка мечей, отплываем от прежнего берега. И все то, что я уже сказала, я не буду подробно повторять для тех, кто в сложных отношениях. Это вот именно вот эти беседы, согласования. Ну, по крайней мере, вы будете наверняка знать, на каком вы небе, что это для вас будет означать, продолжение или нет. Так вот, для кого-то это будет продолжение, и тогда карта будет говорить: оставь прошлое в прошлом, не вспоминай, что там было когда-то, не упрекай. Ведь мы по этой карте всегда, ну вот, отчалили от того берега, где выжженная пустыня. И мы где-то исполнены мужества, потому что идти вперед и какую-то территорию нам освоить придется, темную. И всегда ведь карта заслуженного успеха, тем не менее, она всегда в таких сумеречных тонах, потому что нет еще пока ясности. Вот она, вам луна, но как будто нужно двигаться вперед. Вот для решения какого-то вопроса для кого-то из вас буквально потребуется мужество, готовность. Готовность, и, может быть, вы будете просчитывать, кто-то будет брать на себя ответственность или заключать какие-то союзы. У кого-то это будет по работе, у кого-то изучение онлайн, пусть на личную жизнь, но, может быть, это дом, работа на дому. Когда вы будете учиться и потом где-то планировать удаленную работу, у кого-то работа, которая планируется с переездом. Может быть, есть уже какая-то задумка, и были уже какие-то контакты или будут, и у вас как возможности какие-то появляются. Это не те возможности, опять же, которые нам кто-то приносит, знаете, как кусок пирога и говорит: попробуй или возьми. Нет, тут надо самим это искать или к этому двигаться, отталкиваясь от того, чего просит ваше сердце, что вам нравится. Но работа из любой точки мира для кого-то из вас может быть актуальной и очень даже может быть как работа в интернет, которая в последующем вам будет приносить хороший доход. Просто у кого-то именно в сфере работы каким-то образом это будет соединяться с личной жизнью, ну, может быть, и личными достижениями, или буквально с вопросами пары и семьи. Что-то нужно, на что-то решиться, мои дорогие. И потом быть готовым это продолжать, вот как будто в этих сумерках какое-то время. То есть быстро что-то тоже не решается. А для кого-то из вас, правда, поездка, либо вы куда-то едете, вот эти гости, может быть, кому-то, либо кто-то к вам. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние и такие теплые душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.